Ретроспектива пандемии. Глобальные последствия COVID-19 продолжаются и сегодня. Когда дело доходит до COVID-19, вы можете быть удивлены тем, что США являются наиболее пострадавшей страной с самой высокой статистикой смертности и последствий. COVID-19, возможно, ударил по нам сильнее всего, но это еще не конец. По данным ВОЗ, мир все еще борется с COVID-19, и сегодня число смертей превышает рекордные показатели прошлого. Кроме того, эти данные говорят нам о некоторых бесценных вещах о том, как миру следует улучшить действия в условиях таких пандемий, как COVID-19. Ниже вы увидите, когда разразился COVID-19, некоторые страны украли поставки до того, как другие страны смогли получить к ним доступ, и это не помешало этой стране стать наиболее пострадавшей страной в мире, несмотря на то, что она является развитой страной. На мой взгляд, это все потому, что те, кто наверху, подвели нас. Ретроспективно, если практика, навязываемая сверху, была более строгой тогда, но она сохраняется и сегодня, возможно, у нас было бы меньше последствий, потому что профилактика – лучший ответ на COVID-19. Вот почему сегодня мы также должны обязательно получить вакцины и ревакцинации, даже после того, как многие уже умерли и жизнь, кажется, успокоилась. Вы можете быть удивлены тем, как все обернулось, но на самом деле важно все понять, потому что уроки прошлого только сделают нас всех сильнее для решения следующей глобальной проблемы здравоохранения. Обязательно извлеките из всего этого урок. Когда несколько лет назад ковид поразил мир, США быстро отреагировали. США наводняют лекарственные средства и материалы для лечения ковид. США закупили и начали захватывать лекарственные средства от COVID-19, но затем плохо реализовали профилактику, включающую социальное дистанцирование и использование масок. Это неэтично, тем более что в США по-прежнему будет больше всего случаев пандемии COVID 3 года спустя. В 2023 году, несмотря на их усилия по получению всех лекарственных препаратов и материалов, из-за которых запасы закончились раньше, чем они могли появиться в других странах 1 и 2. Если мы получим приоритет в получении ресурсов, но не сможем реализовать профилактику, мы оказываем обществу медвежью услугу. Сегодня мы по-прежнему терпим неудачу. Мы, американцы, можем сделать больше. Нам следует делать больше. Что делает нашу жизнь более ценной? Мы все равны.
Если мы собираемся получить приоритетное лечение, мы должны, по крайней мере, проявить должную осмотрительность для реализации профилактических мер против COVID-19. Мы не должны получать эти ресурсы только для того, чтобы потерпеть неудачу в профилактике, а затем в любом случае лидировать по количеству смертей, при этом не позволяя другим странам получить доступ к ограниченным ресурсам, которые мы откладываем для себя. США лидируют по смертности от COVID-19, но не могут провести вакцинацию и получить ревакцинацию. По данным ВОЗ, в США зарегистрировано больше смертей, чем в любой другой стране. Общее количество смертей превышает 1 118 800 человек. 2. В США наибольшее совокупное количество случаев – более 102 873 922. Смертность в США, возможно, в целом снижается, но случаи заболевания у нас все еще есть. 2. Данные показывают, что чуть более 68% американцев вакцинированы, и только чуть более 35% людей получили ревакцинацию. 2. Здесь данные ясны, как здесь, в США, так и во всем мире. Сегодня нам всем нужно делать больше для борьбы с COVID-19. Дело не в том, как мы себя чувствуем. Речь идет о предотвращении смертности вокруг нас и во всем мире. Ваше тело вымывает антитела из вашей системы. Ваше тело вымывает антитела из организма, поэтому после прививки нам следует делать ревакцинацию. 3. США, Модерна и Фишер выделили миллиарды долларов на технологию, которая стимулирует реакцию иммунной системы на уничтожение вируса. 3. Уровень смертности действительно снижается по мере улучшения лечения, но нам нужно сделать гораздо больше. Сегодня COVID-19 по-прежнему поражает страны по всему миру. Вот почему мы все должны продолжать соблюдать правила гигиены, а также обязательно проходить регулярные прививки. Возможно, только тогда мы сможем добиться настоящего успеха после COVID-19. COVID-19 является эндемическим заболеванием, он всегда и везде присутствует по всему миру и по сей день. Нам необходимо продолжать совершенствовать тестирование, улучшать профилактику и совершенствовать меры реагирования на COVID-19 во всем мире. Обязательно проявите должную осмотрительность даже сегодня. За веселое видео о социальном дисконтине. Проверить. Эвелин Пария. Видео COVID Social Distancing на YouTube. https://yoetu.b/sr2itp. Спасибо всем,
кто присоединился ко мне в этом видео, обязательно подпишитесь и нажимайте на видео, показанные здесь, чтобы посмотреть больше видео и улучшить свою жизнь.